Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот красивые, яркие и очень простые в исполнении слитки. Данные слитки сейчас в мастер-классе я буду вязать на размер ноги 37-38. Но перед тем, как приступать к вязанию, мы сейчас с вами разберемся с принципом их вязания, так, чтобы вы их могли связать абсолютно из любой пряжи и на любой размер ноги. Подошва у данных слитков идет цельно вязаная. У нас здесь с вами есть всего лишь один шов. Вот здесь сзади. Все остальное у нас вяжется абсолютно цельным полотном. И данные слитки сейчас в мастер-классе я буду вязать из остатков пряжи. То есть для вязания этих слитков я использую 4 контрастных цвета пряжи. И сейчас в мастер-классе я подобрала остатки пряжи. И все это у меня идет пряжа Alize Lana Gold. Метраж у данной пряжи будет идти на 100 грамм 240 метров. По составу 51% акрила и 49% шерсти. То есть вы можете использовать абсолютно любую пряжу. Самое главное подобрать эти остатки пряжи так, чтобы они были похожие по метражу. Значит, если кому-то понравится данное сочетание цветов, значит, это у меня идет горчица, номер цвета 245, голубой это номер цвета 40, черный номер цвета 60 и вот розовый это номер 178. Для вязания слитков нам понадобятся спицы. Я буду вязать слитки на круговых спицах. Диаметр спиц 3,5 мм и длина спиц от кончика до кончика я использую 60 сантиметров. Также для вязания мыска я буду использовать еще 2 чулочные спицы того же диаметра, то есть 3,5 мм. И теперь, если мы будем говорить про принцип вязания, то мы сначала с вами наберем петли, провяжем резинку, манжет и после чего приступим к вывязыванию мыска. Длиной этого мыска мы с вами как раз таки и будем регулировать размер этих слитков. То есть чем длиннее мы провяжем этот мысок, тем на больший размер мы получим данные слитки. В процессе вязания каждый участок я вам буду измерять в сантиметрах, ну и говорить, сколько я провязала именно в рядах, так, чтобы вы могли ориентироваться и на количество провязанных рядов, и на количество сантиметров каждого провязанного участка. После чего мы с вами вывяжем подъем, подошву, и наши слитки будут полностью готовы. Поэтому, друзья, надеюсь, вам нравятся данные слитки, и вы сейчас с удовольствием свяжете их вместе со мной. Поэтому готовим остатки пряжи, берем спицы и приступаем к вязанию. Для вязания резинки наших слитков мы должны набрать на спицы количество петель кратное 6, плюс 5 петель для симметрии узора и плюс 2 кромочных петли. Это для того, чтобы вписаться после резинки ровно в раппорт нашего узора, который мы будем вывязывать. Поэтому сейчас на спице я наберу 43 петли. На спице я набрала 43 петли, и теперь мы сразу приступаем к вязанию резинки. Первую кромочную петлю я снимаю, и далее я провязываю 1 петлю лицевую, 1 петлю изнаночную, лицевая, изнаночная. В конце ряда на протяжении всего вязания последние кромочные петли мы будем провязывать изнаночными. И вот вязание я сразу переворачиваю на обратную сторону. И с обратной стороны также кромочную снимаю. И сейчас все петли мы провязываем по рисунку. Изнаночные петли я провязываю изнаночными, лицевые петли провязываю лицевыми. Таким образом, сейчас мы должны вывязать необходимую высоту резинки.
высоту этой резинки вы можете провязывать абсолютно любое количество рядов. Я сейчас провяжу эту резинку всего 7 рядов. Итак, вот я провязала высоту резинки, равную 7 провязанным рядам. И если в сантиметрах, высота получается равна 3,5 сантиметра. С левой стороны расположен кончик наборной и с правой стороны нить от моточка. Вот эта сторона вязания будет являться лицевой стороной полотна. Ну а мы сразу сейчас будем приступать к вязанию первого лицевого ряда. Для этого я сейчас беру нить черного цвета. Кончик этой нити я сейчас просто прикладываю к краю, и первую кромочную петлю я сейчас провяжу лицевой, так как у нас идет смена нити. И далее в первом лицевом ряду я сейчас должна провязать все петли до конца этого ряда лицевыми. Кромочную последнюю петлю провязываю изнаночной, и вязание получается сейчас переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны приступаю к вязанию второго изнаночного ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, и далее во втором изнаночном ряду я все петли до конца этого ряда должна провязать изнаночными. Последнюю кромочную петлю провязываю изнаночной, и вязание переворачиваю на лицевую сторону. Сейчас в третьем лицевом ряду мы снова должны взять нить контрастного цвета. Следующий цвет у меня будет идти голубой, поэтому нить голубого цвета я просто также прикладываю к краю и приступаю к вязанию третьего лицевого ряда. Первую кромочную петлю я провязываю лицевой, так как у нас идет смена цвета. Далее начинается раппорт нашего узора. 2 петли я провязываю лицевых, третью петлю снимаю, не провязывая, рабочая нить расположена за работой. И дальше я должна провязать 3 петли лицевых. То есть вот после кромочной петли я провязала 6 петель. Этих 6 петель и будут являться раппортом нашего узора в ширину. Далее вязание я повторяю. Провязываю 2 петли лицевых, 1 петлю снимаю, рабочую нить оставляя за работой, и 3 петли лицевых. И я провязала уже, получается, второй раппорт в ширину. И опять повторяем 2 лицевых, петлю снимаю, рабочую нить оставляя за работой, 3 петли лицевых. В конце ряда у меня остается кромочная петля и 5 петель симметрии. Вот я провязываю сейчас по рисунку 2 петли лицевых. Петлю снимаю, не провязывая, рабочая нить остается за работой, и 2 лицевых и кромочную провязываю изнаночной. И это я довязала до конца третий лицевой ряд. Вязание переворачиваю на изнаночную сторону. 4-й изнаночный ряд. Кромочную снимаю. Далее в 4-м изнаночном ряду все голубые петли я буду провязывать лицевыми. То есть вот 2 лицевых петли, а черные петли я буду также просто переснимать, не провязывая. Рабочая нить у меня остается перед работой, то есть по изнаночной стороне. Петлю снимаю и голубые петли провязываю лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5 петель лицевых. Черную петлю снимаю, не провязывая, рабочая нить перед работой. И опять 5 петель лицевых, 5 голубых петелек. Черную петлю снимаю, не провязывая, рабочая нить расположена перед работой. В конце ряда 2 лицевых и кромочную провязываю изнаночной. И это мы довязали до конца 4-й
изнаночный ряд. Вязание переворачиваю сейчас на лицевую сторону. Пятый лицевой ряд мы продолжаем вязать голубым цветом. Но смотрите, сейчас вот здесь сбоку я подниму нить горчичного цвета, так как эта нить нам еще понадобится. И для того, чтобы не было по боковому краю больших протяжек, мы сейчас в процессе вязания постепенно будем поднимать вверх каждый цвет нити. В данном случае горчичную нить я вверх поднимаю. И вот идет нить вот голубого цвета. То есть я как бы этих две нити обвиваю. И дальше продолжаю вязать пятый лицевой ряд голубым цветом. Первую кромочную петлю я снимаю. И далее опять начинается работа нашего узора. Пятый ряд у нас по сути вяжется точно так же, как и третий ряд. То есть вот 2 петли лицевых, черную петлю снимаю, не провязывая, рабочая нить остается за работой, после чего я провязываю 3 петли лицевых, 2, 3. И опять вязание повторяем. 2 петли лицевых, черную петлю снимаю, не провязывая, рабочая нить расположена за работой, 3 петли лицевых. Таким образом довяжите до конца пятый лицевой ряд. В конце ряда последнюю кромочную петлю провязываю изнаночной и вязание переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны приступаю к вязанию 6-го изнаночного ряда. 6-й ряд у нас будет вязаться точно так же, как и 4-й. То есть кромочную снимаю, все голубые петли я буду провязывать лицевыми. Черную петлю я буду снимать, не провязывая, рабочую нить оставляя вот перед работой по изнаночной стороне. 5 петель лицевых, черную петлю снимаю, не провязывая, рабочая нить расположена перед работой. Кромочную петлю в конце ряда провязываю изнаночной, и это мы довязали до конца 6-й изнаночный ряд. Вязание переворачиваю сейчас на лицевую сторону. В 7-м лицевом ряду мы сбоку поднимаем нить черного цвета. И первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у нас идет смена цвета. И далее в 7-м лицевом ряду мы все петли сейчас будем провязывать лицевыми. Все петли я буду провязывать лицевыми за правую стенку каждой из этих петель. У голубых петель правая стенка в моем случае расположена вот перед работой, поэтому за переднюю правую стенку голубые петли я провязываю лицевыми. А у этой черной петли правая стенка, вот если петлю положить правильно, ровно, расположена за работой, поэтому за заднюю правую стенку черную петлю я также провязываю лицевой. Таким образом сейчас мы довяжем до конца 7-й лицевой ряд, провязывая вот черным цветом сейчас все петли лицевыми. Кромочную провязываю изнаночной, вязание сейчас переворачиваю на изнаночную сторону. 8-й изнаночный ряд. Кромочную петлю я снимаю, и далее в 8-м изнаночном ряду я все петли до конца этого ряда должна провязать изнаночными. Сейчас мы с вами будем приступать к вязанию 9-го лицевого ряда. И в 9-м лицевом ряду я снова возьму, вот введу в работу нить следующего цвета. Кончик вот розовой нити я также просто прикладываю к краю. И первую кромочную петлю я провязываю лицевой, так как у нас идет смена цвета. После чего начинается раппорт нашего узора. То есть вот кромочная. Далее я должна провязать 5 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5.
шестую черную петлю я снимаю, не провязывая рабочую нить, оставляя за работой. То есть опять вот после кромочной петли я провязала 6 петель. 6 этих петель и будут являться раппортом нашего узора в ширину. Далее вязание я повторяю. Розовым цветом провязываю 5 петель лицевых, 3, 4, 5. Шестую петлю снимаю, не провязывая рабочую нить, оставляя за работой. Так мы сейчас вяжем этот ряд до конца, провязывая вот 5 петель лицевых и шестую петлю переснимаем, не провязывая. В конце ряда я провязала 5 петель лицевых, это 5 петель симметрии, и последнюю кромочную провязываю изнаночной. И это я довязала до конца 9 лицевой ряд. Вязание переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны приступаю к вязанию 10 изнаночного ряда. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее все розовые петли в 10 изнаночном ряду я буду провязывать лицевыми. То есть вот 5 петель лицевых. Черные петли мы будем переснимать, не провязывая. Рабочую нить оставляя перед работой, то есть по изнаночной стороне. И опять 5 провязываю петель лицевых. Черную петлю снимаю, не провязывая, а рабочую нить оставляя перед работой. Довязываем так до конца 10 изнаночный ряд. Кромочную последнюю петлю провязываю сейчас изнаночной и вязание переворачиваю на лицевую сторону. Сейчас будем приступать к вязанию 11 лицевого ряда. Для этого, смотрите, я сбоку сейчас опять подниму выше нить голубого и горчичного цвета. То есть, смотрите, вот этих две нити я просто вверх поднимаю. То есть как бы вот эти нити перекрещиваю, делаю обвитие, тем самым поднимая их выше. То есть вот таким вот образом. И вот далее продолжаю вязать 11 ряд розовым цветом. Кромочную снимаю петельку. Далее провязываю 5 петель лицевых. Черную шестую петлю снимаю, не провязывая рабочую нить, оставляя за работой. И опять провязываю 5 розовых петель лицевыми петлями. Черную петлю снимаю, не провязывая рабочую нить, оставляя за работой. Последнюю кромочную петлю в конце ряда я провязываю изнаночной и вязание переворачиваю сейчас на изнаночную сторону. В 12 изнаночном ряду кромочную первую петлю я снимаю. Розовые петли я провязываю лицевыми, то есть вот провязываю 5 петель лицевых после кромочной. Черную петлю я снимаю, не провязывая рабочую нить, оставляя перед работой. И опять вязание повторяем. Провязываем 5 петель лицевых. Черную петлю снимаю, не провязывая рабочую нить, оставляя перед работой. Итак, вот мы с вами вместе провязали после резинки 12 рядов. 12 этих рядов и будут являться раппортом нашего узора в высоту. То есть далее мы наше вязание должны повторять с первого ряда. То есть сбоку я снова поднимаю нить вот черного цвета. И получается в первом лицевом ряду черным цветом я должна провязать все петли лицевыми. Во втором изнаночном ряду черным цветом мы сейчас должны провязать все петли до конца этого ряда изнаночными. Второй изнаночный ряд я довязала до конца, вязание переворачиваю на лицевую сторону. Приступаем к вязанию, получается, третьего ряда второго раппорта. Но сейчас у меня будет идти следующий цвет горчичный. То есть я буду чередовать наши цвета. То есть горчичный, голубой, розовый.
Поэтому следующую вот здесь сбоку нить я поднимаю горчичного цвета и приступаю к вязанию третьего лицевого ряда. Кромочную первую петлю провязываю лицевой, так как у нас идет смена цвета. И точно так же, как мы начинали вязать третий ряд голубым цветом, сейчас мы вяжем все то же самое, только горчичным цветом. После кромочной петли я провязываю 2 петли лицевых, третью петлю снимаю, вот не провязывая, рабочая нить остается за работой. После переснятой петельки я должна провязать еще 3 лицевых петли. 2, 3. То есть вот я провязала раппорт узора в ширину 1 раз. Далее вязание я повторяю. 2 петли провязываю лицевых, 1 петлю черную снимаю, не провязывая, рабочая нить расположена за работой, после чего провязываю 3 петли лицевых. То есть таким образом мы сейчас дальше будем продолжать вязать всю высоту этого манжета. Параллельно я вяжу заготовку для второго слитка, и вот мы здесь уже можем посмотреть. Это я вывязала всю высоту манжета. То есть мы с вами провязали вот голубую и розовую полосу, то есть голубая, розовая. Далее приступили к вывязыванию горчичной полосы. После горчичной у меня следующий идет цвет голубой. То есть получается, после резинки высота этого манжета у меня равняется 2 провязанным раппортам узора. И от, получается, третьего раппорта узора, вот я черным цветом провязала 2 ряда, лицевой и изнаночный. Поэтому сейчас самостоятельно вывяжите вот эту высоту. В принципе, если вы хотите, чтобы данные носочки-слитки были повыше, то вы можете смело провязать большее количество этих раппортов. Ну а я сейчас самостоятельно вот провяжу нужную эту мне высоту, то есть 2 целых раппорта и 2 ряда от третьего раппорта. Далее я подключусь, и мы с вами приступим к вывязыванию мыска. Итак, вот я провязала необходимую мне высоту манжета. Как я говорила, я провязывала вот ровно 2 раппорта узора после резинки, и черным цветом, получается, я провязала 1 и 2 ряд от третьего раппорта. И на данном этапе, смотрите, общая высота провязанного участка равна 10 сантиметрам. И теперь, после того, как мы вывязали необходимую высоту вот нашего полотна, сейчас мы сразу будем приступать к вязанию мыска. На мыске я также буду продолжать вывязывать вот этот узор. Теперь, смотрите, мы с вами должны для нашего мыска также вот рассчитать, сколько необходимо нам петель. Как мы помним, раппорт вот этого нашего узора будет равен 6 петлям, плюс 5 петель для симметрии узора и плюс 2 кромочных петли. Вот как раз таки 6 плюс 5 плюс 2 получается 13. Из центральных 13 петель я и буду вывязывать длину моего мыска. На спицах у меня расположено 43 петли. Теперь этих 43 петли, соответственно, я делю на 3 части. И это у меня получается центральная часть 13 петель, 1 и 2 боковая часть по 15 петель. Ниточки здесь я уже все обрезала, так как мысок мы также сейчас будем вязать с вами цветной. И для того, чтобы не запутаться, здесь эти ниточки я обрезала. И сейчас вот я буду приступать к вязанию мыска. Поэтому я беру полотно лицевой стороной вверх. И сейчас я просто пересниму, не провязывая, с левой спицы на правую 15 петель. Это петли первой боковой части. 14, 15. 15 петель я пересняла. И эту круговую спицу могу отложить. Мысок я сейчас буду вязать на 2 чулочных спицах, также диаметр спиц 3,5 мм. И на чулочную спицу я сейчас также просто переснимаю центральных 13 петель. Это петли мыска.
13 петель я пересняла на чулочную спицу, и оставшихся 15 петель расположены у меня на круговой спице. Я эту спицу также откладываю. И теперь мы должны взять нить следующего нашего цвета. То есть после голубого цвета у меня идет розовый, и я беру нить розового цвета. Кончик розовой нити я просто прикладываю сейчас к краю и первую петлю провязываю лицевой, так как у нас идет присоединение нового цвета. И далее сейчас мы начинаем вывязывать наш узор. То есть мы сейчас после первой петли провязываем первую петлю лицевой, вторую, третью, четвертую и пятую петельку, так как вот эти наши протяжки мы делаем в шахматном порядке. Поэтому кромочная 5 петель лицевых, следующую черную петлю снимаю, не провязывая, рабочая нить остается за работой. В конце ряда 5 петель лицевых, 3, 4, 5, и последнюю кромочную провязываю изнаночной, и вязание переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны первую петлю снимаю, далее провязываю 5 петель лицевых, черную петлю снимаю, не провязывая, рабочая нить расположена перед работой, и опять провязываем 5 петель лицевых, кромочную провязываем изнаночной. То есть вот мы провязали от нашего мыска уже 2 ряда. То есть смотрите, мы, получается, на нашем мыске дальше продолжаем вывязывать этот узор. То есть продолжаем вывязывать наш узор, меняет цвет нити в том же порядке, как я здесь провязывала всю эту высоту манжета. Длиной этого мыска мы и регулируем размер наших слитков. Чем длиннее мы провяжем этот мысок, тем на больший размер у нас получатся эти слитки. Ну и, соответственно, наоборот. Значит, вот мы с вами начали провязывать вот эту розовую сейчас полосу. То есть сейчас, смотрите, я самостоятельно провяжу, то есть довяжу до конца розовую, горчичную — это один раппорт узора, дальше голубая, розовая — это второй раппорт узора, горчичная и голубая — это третий раппорт узора. И вот здесь в 4-м раппорте, то есть в последней нашей полосе, мы будем делать убавление петель, наш мысок немножечко заужать. Поэтому сейчас самостоятельно за кадром я провяжу длину этого мыска, равную вот 3 раппортам узора. Далее я подключусь, измерю мысок в сантиметрах до убавок, и далее измерю в конце общую длину мыска, вот именно после того, как мы сделаем все убавления, так чтобы вы могли ориентироваться не только на количество провязанных этих полос, но и на количество сантиметров каждого провязанного участка. Итак, вот я провязала длину мыска до убавок. То есть вот в конце ряда розовым цветом я провязала 2 ряда. И теперь следующий ряд мы будем провязывать с первой убавкой. То есть смотрите еще раз. То есть вот первый ряд мыска у нас начинался вот здесь с розовой полосы. То есть 1, 2, 3 раппорта узора. И вот получается от 4-го раппорта узора вот розовым цветом я провязала 2 ряда. И длина мыска на данном этапе получается равна, то есть вот от спицы до, получается, вот здесь черной полосы 11,5 сантиметров в ровном, не растянутом виде. Первый ряд убавлений. Первую кромочную петлю я снимаю, и следующих 2 петли я должна провязать вместе с наклоном в левую сторону. Поэтому этих 2 петли я сейчас переверну, сделав так, чтобы правая стенка этих петель располагалась за работой. После чего 2 петли провязываю вместе лицевой петлей за заднюю правую стенку. После чего я сейчас провязываю вот лицевая, лицевая, лицевая,
черную петлю снимаю и в конце ряда 1, 2, 3 петли лицевых, и когда остается вот последних 3 петли, первую и вторую петлю я должна провязать вместе с наклоном в правую сторону. Поэтому вот за переднюю правую стенку этих 2 петли я провязываю вместе лицевой петлей, и последнюю кромочную петлю провязываю изнаночной. Далее вязание я переворачиваю на изнаночную сторону и с изнаночной стороны кромочную петлю снимаю. Далее провязываю 1, 2, 3, 4 петли лицевых, черную петлю снимаю. Далее 1, 2, 3, 4 петли лицевых и последнюю кромочную петлю провязываю изнаночной. Розовым цветом мы провязали вот получается всего 4 ряда. И вот получается в 3-м ряду сделали убавление петель. Далее сбоку поднимаю нить черного цвета. Сейчас нам осталось провязать последних 2 ряда лицевой и изнаночной. Первую кромочную петлю провязываю лицевой. Далее следующих 2 петли я также сейчас провяжу вместе с наклоном в левую сторону. Поэтому 2 петли я переворачиваю, после чего провязываю вместе лицевой петлей за заднюю правую стенку, после чего провязываю петли все лицевыми, не довязывав до конца ряда последних 3 петель. В конце ряда 3 петли, первую и вторую петлю провязываю вместе лицевой петлей за переднюю правую стенку или вот наклоном в правую сторону, кромочную провязываю изнаночной. И вязание переворачиваю сейчас на изнаночную сторону. Кромочную петлю снимаю и далее в последнем вот изнаночном ряду черным цветом я сейчас провяжу все петли изнаночными до конца этого ряда. И это я провязала всю необходимую длину мыска. Все ниточки, которыми вот я вязала мысок, я уже обрезала. И здесь вот получается петли первой боковой части я обратно вернула на круговую вот спицу одну, то есть я вернулась в начало нашего вязания. То есть вот идет мысок и вот идут 2 боковых части. Сейчас мы с вами будем приступать к вязанию подъема, но перед этим давайте измерим общую длину мыска. И общая длина мыска у меня сейчас равна, ну, получается где-то около 13 сантиметров в ровном не растянутом виде, так как полотно у нас идет вязаное, эластичное, и вот оно достаточно хорошо тянется. Так, это значит, смотрите, мысок у нас получается 13, и, соответственно, общая длина детали равна, ну вот, 23 сантиметра. И что касается ширины мыска, то есть ровно все раскладываем, ширина мыска получается равна около 7 сантиметров. Теперь смотрите, что касается ширины этого мыска. Здесь, когда мы распределяли петли, мы больше рассчитывали количество этих петель на ширину мыска так, чтобы вписаться в раппорт этого узора. Поэтому, если вам будет казаться, скажем так, что ширины этого мыска будет маловато, то эту ширину можно будет компенсировать за счет высоты провязанного подъема. Высоту этого подъема вы можете провязать большее количество рядов, нежели я сейчас буду провязывать в мастер-классе. Тем самым вы вот здесь компенсируете недостающий вам размер. Это если, к примеру, у вас широкая нога. Но в любом случае мы учитываем еще и то, что полотно, видите, у нас идет эластичное и очень хорошо тянется. Начинать вязать подъем я сейчас буду розовым цветом. Несмотря на то, что закончила вязать мысок я здесь также розовым цветом, но вот здесь сбоку я хочу, чтобы вот расположение этих полос у меня сохранялось, поэтому вот здесь, если судить по боковой части, следующая полоса у меня должна идти розовая. И я больше сейчас не буду вывязывать узор вот этот, так как подъем я буду вязать просто провязывая все петли лицевыми и в лицевом, и в изнаночном ряду, то есть провязывать обычную платочную вязку.
первую кромочную петлю я провязываю лицевой, полотно я держу лицевой стороной вверх. И далее провязываю все петли лицевыми. Это петли первой боковой части. У меня их 15. Вот 14 и 15 лицевая петля. Теперь мы с вами, вот смотрите, вдоль вот этой длины мыска будем поднимать петли. Теперь давайте посчитаем, сколько мы должны будем поднять петель. Начали вывязывать первый ряд мы с розовой полосы, вот этой. Значит, смотрите, фактически одна платочная дорожка будет равняться одной поднятой петли. Вот здесь черная полоса также будет считаться за одну провязанную платочную дорожку. Поэтому мы считаем вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Розовая полоса — это 20 петля. И вот здесь закончили вязание мы черным цветом. Соответственно, вот получается 21 петля. Но вот здесь, смотрите, в этом вот промежутке от первой вот здесь розовой петельки до вот последней провязанной петли на спице, то есть получается вот из этой черной полосы я еще подниму одну петлю так, чтобы вот здесь в этом промежутке не образовывалось никаких дырочек. Поэтому вдоль вот этой длины мыска я сейчас подниму 22 петли. Соответственно, это же количество петель я подниму с другой стороны. И вот у меня останется 15 петель, это петли второй боковой части. Вязание я держу вот лицевой стороной вверх, и вот первую петлю я здесь должна поднять из черной полосы. Поднимаем петли так, чтобы здесь у нас не образовывалась дырочка. Поэтому вот, наверное, смотрите, я вставляю спицу вот с изнанки на лицо и переворачиваю, то есть подниму как бы скрещенную первую петельку. Если неудобно поднимать эти петли сразу на спицу, то можете помогать себе крючком. То есть вот первую петлю я подняла. Далее у меня идет розовая вот кромочная петелька. И из нее я поднимаю вторую петлю. Далее розовая следующая кромочная петля. И я поднимаю третью петельку. Далее из черной петли я должна поднять следующую кромочную петлю. То есть вот идет у меня, получается, 4-я кромочная петля. Из горчичной поднимаю 5-ю кромочную петлю. Смотрите, поднимать петли можете или за одну, или за 2 стенки петли. Я смотрю, это вот как у меня это лучше выходит по петлям. Самое главное так, чтобы не образовывались просто дырочки. Поэтому за одну или за 2 стенки поднимать в данном случае, ну, принципиальной разницы нет. Так, дальше, значит, у нас получается 1, 2, 3, 4, 5. Вот у нас идет 6-я петля. Дальше из черной поднимаю 7-ю петлю, из голубой 8-ю петлю. 21 петлю я подняла, и вот здесь из черной петельки, последней вот здесь, я поднимаю 22 петлю. То есть вот вдоль одной боковой линии я подняла 22 петли. Все вот эти протяжки у нас остались по изнаночной стороне. Так, дальше я должна провязать лицевыми петлями. Петли — это там, где мы закончили вязать длину мыска. То есть в моем случае вот у меня осталось 9 петель. И все этих 9 петель я сейчас провяжу лицевыми петлями. И вот лицевая. Чулочную спицу я убираю, и круговую спицу вот я вытаскиваю, образую здесь петельку. И получается, первую петлю от второй боковой линии мыска я должна поднять из черной петли. Первую эту петлю вот здесь я подниму за верхнюю только стенку петли. То есть вот идет наша первая петля. Дальше розовая, 2-я, розовая, 3-я, черная у нас идет 4-я, голубая 5-я и голубая 6-я.
То есть таким образом всего также вдоль второй боковой линии мыска я подниму 22 петли, после чего лицевыми петлями провяжу петли второй боковой части. Итак, вот я подняла и провязала все петли. И теперь давайте сверимся. Петли первой боковой части, здесь у меня было 15 петель. Далее вдоль длины первой мыска я подняла 22 петли. Центральных петель у нас оставалось 9. Вдоль второй боковой линии мыска я также подняла 22 петли. И вторая боковая часть 15 петель. То есть итого сейчас на спицах у меня расположено 83 петли. Из этих 83 петель я сейчас и буду вывязывать высоту подъема. Поэтому вязание я сейчас разворачиваю изнаночной стороной к себе. И получается, первую петлю я снимаю. И далее все остальные петли я сейчас буду провязывать лицевыми. Лицевые петли мы вяжем вот до конца этого ряда, то есть вот до нашей следующей первой, получается, боковой части, если с лицевой стороны. Вот я довязываю ряд до конца, последнюю кромочную петлю в конце ряда я провязываю изнаночной, кончики все подтягиваю, вязание переворачиваю сейчас вот на лицевую сторону. То есть вот мы провязали 2 ряда нашего подъема, то есть лицевой ряд, там где мы добирали петли, и изнаночный ряд, провязывая все петли лицевыми, и получили первую провязанную платочную дорожку. То есть таким образом сейчас наш подъем мы будем вязать вот поворотными рядами, провязывая все петли лицевыми и вот в лицевом и в изнаночном ряду. И смотрите, всего этот подъем я буду провязывать 5 платочных дорожек. То есть, смотрите, вот первую платочную дорожку мы с вами сейчас провязали. Теперь розовым цветом я провяжу еще лицевой и изнаночный ряд и получу уже вторую платочную дорожку. После чего нить розового цвета мы можем уже обрезать, она нам больше не нужна. Далее возьмем нить черного цвета и черным цветом мы также провяжем в лицевом ряду все петли лицевыми, в изнаночном ряду черным цветом мы также провяжем все петли лицевыми и получим вот эту черную платочную дорожку. Получается вот третья черная платочная дорожка от нашего подъема. То есть видите, здесь, несмотря на то, что эти перемычки я не вывязываю узор, но цвета я дальше наши сохраняю. То есть розовый, дальше черный, вот мы провязали. Следующую нить я взяла горчичного цвета. И вот здесь горчичным цветом я провязала 4 ряда, провязывая все петли лицевыми. И вот мой подъем равен 5 провязанным платочным дорожкам или 10 провязанным рядам. Итак, вот я провязала всю необходимую мне высоту подъема. Как я говорила, здесь у меня провязано 5 платочных дорожек. И если в сантиметрах, высота этого подъема равна, ну, примерно 3 сантиметрам. И смотрите, вот эта ширина, то есть подъем мысок и вторая часть подъема у меня получается равны, ну вот где-то примерно 12,5 сантиметров. И теперь на данном этапе нам осталось связать только подошву. Начинать вязать подошву я сейчас буду из центральных 9 петель, то есть из того же количества петель, которое у нас осталось после того, как мы сделали 2 раза убавление. То есть сейчас начинаем мы вязать из 9 петель и также сделаем прибавку, получается 2 раза, так, чтобы эта подошва у нас также постепенно расширялась. То есть прибавку петель мы также будем делать до 13. То есть вязать подошву я сейчас буду
из того же количества петель, из которого я вязала мысок. То есть начинаем с 9, делаем прибавку до 13 петель. Теперь смотрите, на спицах у меня всего расположено, как я говорила, 83 петли. Теперь от 83 петель мы отнимаем 9 центральных петель. Это получается 74, и 74 петли я делю на 2 боковые части. И это у меня получается 37 петель одна боковая часть, 9 петель центральная часть и 37 петель вторая боковая часть. Вязать подошву, как я сказала, я буду горчичным цветом. Поэтому вязание я держу лицевой стороной вверх. И теперь я должна провязать лицевыми петлями петли первой боковой части. То есть вот первая петля, ее я снимаю. Далее я провязываю вторую петлю лицевую, третья, четвертая, пятая лицевая петля. Всего я сейчас должна провязать 37 петель. Это вот как раз таки петли первой боковой части. Вот я провязываю 37-ю лицевую петлю. То есть вот петли первой боковой части я провязала. Теперь я сразу буду приступать к вязанию подошвы. То есть я дальше продолжаю вязать сейчас центральных 9 петель. Сейчас вот мы заново ведем подсчет. Первая петля подошвы лицевой, мы ее провязали. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. И вот идет 9 петля. В конце, то есть это получается последняя петля подошвы, эту петлю я сейчас должна провязать вместе с петлей от боковой части. С лицевой стороны этих 2 петли я буду провязывать 2 петли вместе изнаночной петлей. Это я провязала первый лицевой ряд подошвы. Далее вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. И с изнаночной стороны вяжу только петли подошвы. То есть опять первую петлю подошвы вот я снимаю. Далее провязываю также все петли лицевые. Вот вторая петля, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. И вот идет также последняя 9 петля подошвы. Последнюю петлю подошвы я провяжу вместе с петлей от боковой части. С изнаночной стороны этих 2 петли я буду провязывать 2 петли вместе лицевой петлей. Провязала, и вязание переворачиваю сейчас на лицевую сторону. То есть от нашей подошвы мы провязали 2 ряда. Начиная с 3-го ряда мы сейчас будем делать расширение подошвы, то есть делать прибавление петель. Смотрите, рабочую нить у меня расположена перед работой, я ее никуда не перекручиваю. И вот первую петлю я снимаю, рабочую нить завожу на обратную сторону между первой и второй петлей. И сейчас вот после первой переснятой кромочной петли я буду прибавлять вот первую петельку. Прибавлять петли я буду, поднимая протяжку от платочной дорожки следующей петли. То есть следующая петля, опускаюсь ниже на 1 ряд и поднимаю вот эту протяжку от платочной дорожки, одеваю эту протяжку на левую спицу и провязываю лицевой петлей. То есть вот я в начале ряда прибавила 1 петлю. Далее провязываю петли лицевыми. То есть в тот момент, когда мы убавили уже по 1 петельке с одной и с другой стороны, смотрите, вот это расстояние у нас сейчас четко видно. То есть, видите, идет обычное расстояние между петлями, и вот то расстояние, видите, оно получается большее, где мы сделали первое убавление петель. То есть я сразу вижу, что это идет последняя петля подошвы. В конце ряда мы сейчас также будем прибавлять 1 петлю. Прибавлять петлю я также сейчас буду, вот поднимая протяжку от платочной дорожки последней провязанной петли. То есть вот это получается последняя провязанная петля подошвы. Я ее поднимаю, эту протяжку, на левую спицу и провязываю лицевой петлей. После чего последнюю петлю подошвы и первую петлю боковой части мы сейчас с лицевой стороны будем провязывать 2 петли вместе изнаночной петлей. Провязала, и вязание я сейчас переворачиваю, получается, на изнаночную сторону. С изнаночной стороны никаких прибавлений мы делать не будем. Здесь просто кромочную петлю я снимаю, и все остальные петли я провязываю лицевыми.
также до вот этого расстояния, вот видите, оно у нас получается между нашими петлями большого расстояния. То есть вот идет последняя, сразу вижу петля подошвы, и далее идут петли боковой части. То есть мы не довязываем одну последнюю петлю подошвы. И в конце ряда последняя петля подошвы и первая петля боковой части с изнаночной стороны мы провязываем этих две петли вместе лицевой петлей. И вязание я переворачиваю на лицевую сторону. Сейчас в лицевом ряду мы сделаем последнее прибавление петель. То есть наша подошва уже состоит из 11 петель, так как мы прибавили одну петлю в начале и одну петлю уже в конце ряда. Здесь сейчас точно так же. Первую петлю снимаю, рабочую нить завожу на обратную сторону и поднимаю протяжку вот от платочной дорожки следующей петли. Эту поднятую протяжку провязываю лицевой петлей, после чего провязываю все петли лицевыми до последней петли подошвы. То есть вот это расстояние, видите, большое между петлями, последняя петля подошвы. Здесь также поднимаю вот протяжку от платочной дорожки последней провязанной петли в конце ряда. И эту поднятую протяжку я провязываю лицевой петлей. После чего последняя петля подошвы и первая петля боковой части я провязываю 2 вместе изнаночной петлей. И вот ширина подошвы равна сейчас 13 петлям. Из этих 13 петель я сейчас и буду вывязывать всю длину подошвы. То есть больше никаких прибавлений петель я делать не буду. То есть здесь сейчас и в лицевом, и в изнаночном ряду я все петли провязываю лицевыми. Только сейчас, значит, получается, в конце каждого ряда мы продолжаем провязывать вот 2 петли вместе. То есть петля подошвы и петля боковой части. С изнаночной стороны мы провязываем 2 петли вместе лицевой петлей, а с лицевой стороны вот так же все петли я сейчас провязываю лицевыми, не делая больше никаких прибавлений. И в конце ряда последнюю петлю подошвы мы также провяжем вместе с петлей боковой части, и их мы провязываем 2 петли вместе изнаночной петлей. То есть вот мы дальше сейчас вяжем длину подошвы, убавляя в конце каждого ряда одну петлю от боковой части. И так мы вяжем эту подошву до тех пор, пока от боковых частей с одной и с другой стороны у нас должно остаться 5 петель. Итак, смотрите, вот я вывязала всю длину подошвы до тех пор, вот я эту подошву вязала, пока от боковых частей с одной и с другой стороны у меня должно было остаться вот по 5 петель. Вязание я держу лицевой стороной вверх. И теперь на данном этапе мы будем убавлять дальше петли боковых частей. И сейчас дополнительно мы будем убавлять в конце каждого ряда еще и петли подошвы. Поэтому первую вот петлю подошвы я снимаю. Далее провязываю сейчас все петли лицевыми, не довязывая вот до конца ряда 3 петель именно подошвы. То есть в конце ряда у нас сейчас должно остаться 5 петель боковой части и 3 петли подошвы. Первую и вторую петлю подошвы я провязываю 2 петли вместе лицевой петлей, после чего последнюю петлю я продолжаю провязывать вместе с петлей боковой части, 2 петли вместе изнаночной петлей, это с лицевой стороны. И вязание переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны точно так же вяжем петли подошвы, провязывая их лицевыми, не довязывав до конца ряда последних 3 петель подошвы. То есть здесь также у меня остается 5 петель боковой части и 3 петли подошвы. Первую и вторую петлю подошвы я провязываю вместе вот лицевой петлей, после чего последнюю петлю я провязываю вот вместе с петлей боковой части, 2 петли вместе лицевой петлей. И вязание переворачиваю вот на лицевую сторону. То есть сейчас в конце каждого ряда мы убавляем 2 петли.
1 петлю подошвы и 1 петлю боковой части. Вот от одной боковой части я уже убавила все петли, то есть сейчас провязываю последний изнаночный ряд. То есть вот первую петлю я снимаю, далее следующих 2 петли я провязываю вместе лицевой петлей, это 2 петли подошвы, после чего последнюю петлю подошвы провязываю вместе с петлей последней боковой части, 2 петли вместе лицевой петлей. На спицах осталось 3 петли. Вязание переворачиваю сейчас на лицевую сторону. Первую петлю снимаю и рабочую нить завожу на обратную сторону между первой и второй петелькой. Петлю возвращаю обратно, после чего 3 этих петли я должна провязать 3 петли вместе лицевой петлей. Последнюю петлю вынимаю подлиннее, спицы убираю. Ниточку от моточка я обрезала. И дальше в эту нашу последнюю длинную вот петельку я продеваю кончик нити, который обрезала от моточка, и петельку затягиваю. Нить мы эту обрезаем чуть подлиннее, так как этой ниточкой мы сейчас будем сшивать задний шов у наших следков. Поэтому все кончики мы сейчас кладем в изнаночную сторону. И теперь вот эту последнюю нашу нить, которую вот мы сейчас обрезали от моточка, мы должны одеть в иголку с большим ушком. Сшивать следки я буду по лицевой стороне, поэтому вот 2 края полотна складываю между собой и прошивать я буду за первую петлю от платочной дорожки, вставляя иголку справа налево. То есть вот первая платочная дорожка, иголку вставляю справа налево. Сначала с одной стороны и затем с другой стороны. Также первая платочная дорожка и иголку вставляю справа налево. Вторая платочная дорожка и первая петля справа налево с одной и затем справа налево с другой стороны. Далее у нас идет черная полоса. Вот здесь вот справа налево вставляю в черную петельку с одной стороны и в черную петельку справа налево с другой стороны. При сшивании мы обязательно контролируем, чтобы вот все полосы у нас ровно сошлись между собой, то есть розовая, далее вот черная петелька, здесь у нас уже идет черная не платочная дорожка, а лицевая дорожка, ну вот просто за край вот петель справа налево вставляю иголку с одной стороны, и здесь точно так же вот справа налево в черный край вставляю иголку с другой стороны. Дальше у нас идет голубая платочная дорожка, и иголку я вставляю вот справа налево. Таким образом мы сейчас сшиваем всю длину этого шва. На том участке, где у нас идет резинка 1 на 1, вот иголку я буду вставлять в кромочную петлю, то есть в одну петлю вставляю и через соседнюю петлю справа налево иголку вывожу. С одной стороны и точно так же вот с другой стороны в кромочный край иголку вставляю справа налево. И вот я прошила всю длину этого шва. Теперь, смотрите, наш шов мы должны подтянуть, убедившись в том, что нигде ничего не перетянуто, после чего я еще несколькими стежками прошью 2 этих края, так, чтобы у нас здесь не было вот никаких ступенек, то есть был красивый, аккуратный, ровный переход. То есть все ровно и аккуратно. После чего, смотрите, мы наши следки сейчас должны вывернуть на изнаночную сторону, и все кончики, которые у нас есть, мы должны спрятать по изнаночной стороне. И вот, друзья, после того, как по изнаночной стороне мы с вами спрячем кончики, наши следочки полностью будут готовы. Получились они очень красивые,
Очень мне нравится вот это яркое, интересное, красивое сочетание цветов. Я думаю, у вас все получилось связать вместе со мной. Поэтому, если данный мастер-класс был для вас полезным и понятным, обязательно поддержите это видео пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал. Сейчас мы с вами будем прощаться. До новых встреч и всем пока-пока.